介させていただきます。カザフスタンからお越しのディマッシュ・グダイ・ベルゲンさんです。大きな拍手を。На этих выходных 23-24 мая пройдет долгожданный японский джазовый онлайн-концерт Tokyo Jazz Plus Livestream. На мероприятии выступят мировые артисты и легенды джазовой музыки. По сообщению организаторов фестиваля, список выступающих пополнился еще 12 артистами. Певец из Казахстана Димаш, обладающий прекрасным голосом в 6 октав, рассказывает об участии в фестивале и мечтах о будущем. Tokyo Jazz является одним из крупнейших джазовых фестивалей в Японии, очень популярен. Раз в год здесь выступают известные джазовые музыканты со всего мира, а также собираются многие любители джаза со всей страны. Фестиваль был отменен в этом году из-за пандемии, но было решено, что он будет проведен в качестве онлайн-фестиваля Tokyo Jazz Plus Livestream в запланированное ранее время. В состав музыкантов входят Хироми Уэхара, Макото Соня, Аяка Хирохара, Димаш Кудайберген из Казахстана, Чик Корея, знакомый по Tokyo Jazz, и Тигран Амосян, выступавший на Tokyo Jazz в 2018 году. Кроме того, будут присутствовать артисты с глубокими связями с Tokyo Jazz. Нет никаких сомнений в том, что это будет полноценный фестиваль. Kick Flares взяли интервью у Димаша Кудайбергена, который является одним из участников Tokyo Jazz. Он впервые принимает участие в фестивале. Димаш, возможно, еще не очень хорошо известен в Японии, но хорошо известен в азиатских и европейских странах, где имеет большую поддержку у поклонников. Выросший в артистической семье, он с детства брал уроки пения и фортепиано и продемонстрировал свой талант. Димаш изучал классическую и современную музыку в университете и получил предложение от Астана Опера. Но он идет по пути современной музыки, которая включает в себя элементы классической и традиционной казахской музыки. Позже Димаш Кудайберген выступал на международном фестивале «Славянский базар», который прошел в Белоруссии в 2015 году, и получил гран-при. 2 года спустя он появился в популярной китайской песенной программе «Певец-2017», и благодаря певческому таланту Димаш приобрел статус молодой звезды в Китае. Наряду с музыкальным талантом, Димаша Кудайбергена его красивые черты лица и высокий рост являются одной из причин популярности. На этот раз Димаш не смог приехать в Японию, но есть много поклонников, которые возлагают большие надежды на его выступление в Tokyo Jazz. Мы спросили о прелестях города Нур-Султана, столицы Казахстана, где живет Димаш, о Tokyo Jazz, важности в сочинительстве музыки и о мечтах Димаша. А что за город Нур-Султан, где вы сейчас живете? Расскажите нам о нем и его жителях. Это красивый, яркий и современный город. Я люблю этот город. Ритм и постоянное движение людей, живущих здесь, вдохновляют меня. Я часто езжу за границу по работе, но у меня есть семья и близкие друзья, поэтому, когда у меня есть время, я стараюсь возвращаться сюда как можно чаще и проводить время с ними. Ситуация с коронавирусом продолжается. Чем вы сейчас занимаетесь? Я часто работаю в студии, пишу новую музыку и записываю песни. Я также смотрю фильмы, играю в игры в футбол с моими братьями. Вы впервые участвуете в фестивале Tokyo Jazz, что вы чувствуете? В фестивале Tokyo Jazz принимали участие известные джазовые артисты со всего мира. Для меня, молодого артиста, который только начинает гастролировать по миру, большая честь иметь такую возможность присоединиться к ним. Какое у вас представление о Японии и японском народе? Прежде всего, я думаю, что японцы очень добрые и гостеприимные люди. Их гостеприимство очень похоже на гостеприимство казахского народа. Я помню, что когда я был в Японии, меня тепло встретили японские фанаты в аэропорту. Япония – очень красивая страна, и я был очарован великолепием природы, культуры и архитектуры. А еще я люблю японскую кухню. Есть ли какие-то вещи, которые вы делаете, или привычки, над которыми вы работаете каждый день, чтобы создавать замечательные песни? Голос – самое важное оружие для вокалистов, поэтому вы должны беречь свое горло и заботиться о нем. Обычно я не говорю перед концертом и стараюсь не напрягать голосовые связки. Иногда я ничего не говорю в течение дня, но обычно молчу примерно за 2 часа до начала концерта и постепенно начинаю петь вслух за час до начала выступления. Я думаю, что другие артисты также делают, и я стараюсь слушать свой голос в определенной спокойной обстановке. Кроме того, хороший качественный сон очень важен, поэтому я стараюсь хорошо выспаться и жить обычной жизнью. Но если спать слишком много и слишком долго, это может иметь противоположный эффект. Это не очень хорошо для голоса, так же как и во время недосыпания. Я стараюсь не спать слишком много. Что важно в создании песни?
Что является источником вдохновения? Тема песни часто навеяна событиями, происходящими в мире, и определяется тем, что я чувствую в это время. Вдохновение часто приходит внезапно, например, когда вы находитесь в самолете. Когда я смотрю на небо из окна самолета и рисую в своей голове прекрасный пейзаж, песня рождается спонтанно. Я хочу поделиться этим процессом со своими поклонниками через песни. Ну и наконец, расскажите, пожалуйста, о ваших будущих целях и мечтах. Самая большая мечта сейчас – выиграть Грэмми. У меня есть много вещей, которые я хочу выполнить, и планов на это, многие из которых я запланировал на 10 лет вперед, когда был ребенком. Сейчас я прилагаю все возможные усилия, чтобы воплотить эти мечты в жизнь. Желаем Димашу отлично выступить и еще раз доказать, что он лучший из лучших. Не забудьте подписаться на наш канал и используй колокольчик, чтобы не пропустить новые видео.